Друзья, привет! Это снова Оля. Я решила сегодня приготовить пирожные к чаю и заодно записать для вас видео с их рецептом. Кстати, готовятся они совсем не сложно, а получаются очень вкусные и нежные. Посмотрите, я надеюсь, вам тоже захочется нечто подобное приготовить. Для приготовления пирожных мне нужно приготовить обычный бисквит. Для этого я разбиваю 3 яйца, добавляю к ним 100 грамм сахара и взбиваю миксером до светлой пышной пены. Я не разделяю яйца на белки и желтки. Отдельно их не взбиваю, так как в этом рецепте мне не нужно добиваться стойкой пышности, мне просто нужен бисквитный корж. Поэтому сразу взбиваю яйца до состояния, пока масса не увеличится втрое и станет вот такого светлого цвета. Теперь сюда добавляю 100 грамм муки в несколько этапов и вымешиваю ее лопаткой аккуратными движениями снизу вверх. Я замешиваю тесто для бисквита в глубокой емкости. Это очень удобно. Благодаря высоким бортикам у меня ничего не пачкается и не разлетается. Тщательно все перемешиваю, чтобы на дне не оставалось муки. Так, тесто для бисквитного коржа готово. Теперь беру противень, застеленный пергаментной бумагой, и просто выливаю тесто на него, не придавая никакой формы, она мне не понадобится. И отправляю выпекаться в разогретую духовку на 15 минут при температуре 180 градусов. Готово, корж испекся, теперь нужно дать ему полностью остыть. Минут 20 будет достаточно. Бисквитный коржик остыл, теперь мне нужно приготовить из него крошку. Для этого я просто перебью его в блендере. На выходе получается пышная воздушная бисквитная крошка. Пересыпаю все в удобную глубокую миску и займусь кремом. Соединяю 100 грамм мягкого сливочного масла и 50 грамм сахарной пудры. Желательно использовать именно пудру, так как сахар может не полностью раствориться. И сюда же постепенно струйкой вливаю 200 грамм сгущенки в несколько этапов. И еще буквально пару минут все вместе взбиваю миксером, чтобы получился вот такой крем. Пересыпаю его крошки и перемешиваю это все до однородности. Не вымешиваю, а просто соединяю. Особой тщательности тут не нужно, необходимо просто все соединить. У меня будет 3 вида пирожных. Для этого мне понадобятся орешки, у меня это грецкий и кешью, которые я немного разобью на, скажем так, не сильно мелкие кусочки. Пересыпаю их в тарелочку. Также мне понадобится какао и кокосовая стружка. Теперь из приготовленной массы формирую вот такие шарики. Обваливаю их в какао, оно все отлично прилипает. Эти пироженки чем-то напоминают старую добрую сладкую картошку. Точно так же обваливаю шарики в кокосовой стружке и также в орешках. Так у меня получается по 3 разных пироженки с разным украшением и вкусом. Всем пока!